На данный момент это первый русскоязычный обзор на подобную цифровую консоль. Top Pro T2208. Это цифровой микшер на 20 физических каналов по входу и 10 физических каналов по выходу. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Чтобы не ходить вокруг да около, давайте поговорим немножечко о комплектации. Полностью ворошить коробку мы не будем, стоит лишь отметить, что в комплекте идет руководство, сам пульт, блок питания к нему и вот такой набор из сменных ушек. То есть этот пульт вполне возможно поставить в рековый корпус, если перед вами стоит подобная задача. Поговорим про каналы по входу и каналы по выходу, потому что название у нас T2208, а я сказал, что здесь все-таки 20 физических входов и 10 физических выходов, хотя вот тут подписано, что 22 входа и 12 выходов, то есть 12 бас-шин. Объясняю, почему так. Скорее всего, по 2 входа и 2 выхода у нас плюсуются за счет USB. Но USB здесь не совсем физический, вернее, это не аналоговые каналы, а цифровые, поэтому их мы с вами считать не будем. Поговорим про каналы по входу. Первые 16 входных каналов оборудованы комбинированными разъемами для микрофонных, динамические и конденсаторные, а также линейных подключений. Последние 4 канала микрофонными предусилителями не оборудованы и могут использоваться для различных линейных подключений, например, для клавишных инструментов, а также для различной внешней обработки, которая имеет на своем борту линейный выход. Стоит отметить наличие инсерт-разъемов для первых 8 входов, который позволит использовать внешнюю обработку, как бы включая ее в схему самого пульта. Поговорим немножко о выходах. 10 каналов, как я уже сказал. Канал 1, 2 — это мастер. Он выполнен на XLR разъемах и также продублирован в виде 2 TRS разъемов. Выходы, которые нужны для мониторинга, это Control Room и 2 разъема для наушников. Причем наушники можно подключать как в первый разъем, который дан сзади пульта, так и в разъем номер 2, который у нас выведен спереди консоли, что очень удобно. Накинули наушнички и подключили прямо спереди пульта и начали слушать, что у нас тут происходит. Дополнительные вспомогательные AUX-шины в наличии, здесь их 8 штук. Ими можно пользоваться по-разному для подключения сценических мониторов, для выведения каких-то каналов на запись, ну, например, если вы используете рекордер. Также можно подключать внешние эффекты для обработки через AUX, потом их возвращать в те же самые линейные входы. Все это возможно, и для этого весь необходимый инструментарий здесь присутствует. Львиная часть полезного функционала доступна нам за счет карт расширения, которые мы можем докупать отдельно. Как вы видите, на корпусе присутствует сразу 2 отсека, один поменьше, другой побольше. Давайте сейчас сразу закроем эту тему и поговорим о том, какие карты доступны для покупки на данный момент. Итак, малый отсек у нас отвечает за, так их назовем, сетевые карты. Первая карточка имеет на борту USB разъем и Ethernet разъем. Логично, что с помощью этой карты мы можем подключаться к компьютеру. Чтобы рулить консолью через приложение, можно накатывать обновления через USB разъем и, естественно, подключаться к роутеру по проводу Ethernet. Вторая сетевая карта вместо Ethernet разъема имеет на борту антенну, то есть это встроенный Wi-Fi модуль, с помощью которого мы можем подключаться через планшет к пульту напрямую. К сожалению, единую карту и с Ethernet разъемом, и с Wi-Fi не сделали, а очень жаль, было бы достаточно удобно, согласитесь. Второй отсек также имеет 2 карточки различные. Первая карта — это USB аудиоинтерфейс, причем вы можете заметить, что сейчас вот другой разъем USB, он точно такой же, тип B, мы его используем, это тоже звуковая карта, но если USB, который встроен на пульте, он превращает этот пульт в звуковую карту формата 2×2, то есть 2 входа и 2 выхода, мы можем записывать все, что у нас происходит на мастере, и отдавать сюда стерео с нашего компьютера, то карта звуковая, которая покупается в слот расширения, нам уже превращает этот пульт в многоканальный аудиоинтерфейс. 32 канала на вход, 32 канала на выход, 24 бита на 48 кГц, но для этого нужно будет докупить карточку. Так что если вам нужна многоканальная запись, карта расширения вам для этого потребуется. Вторая карта — это Dante. Те же самые 32×32, 2 разъема Ethernet, протокол Dante. Что я вам буду говорить, что я вам буду распинаться. Вы все прекрасно знаете, что такое Dante, и вы все прекрасно знаете, что это замечательный протокол, и дополнительная карта расширения позволит нам подружить эту самую консоль с протоколом Dante.
Предлагаю вам переместиться на лицевую панель и рассмотреть все управление этой консолью. У нас есть чувствительный к нажатиям дисплей, у нас есть целый ворох различных кнопочек, крутилочек и индикаций. Я думаю, логично будет начать с усиления по входу. И именно на этом моменте вот этого ролика я передаю пламенный привет Mackie DL1608, потому что физические усилители по входу, они были и на Mac'е, они есть здесь, и на самом деле это не очень хорошо. Я уже успел начитаться кучи форумов, я успел не то что даже начитаться, я слышал от своих знакомых об этой проблеме, насколько это неудобно. Паш, привет, если ты меня сейчас смотришь. Короче, вы настраиваете усиление по входу. Вы берете планшет, выходите в центр зала, вам нужно отстроить группу. Но усилители по входу у вас остались на пульте. Они не при вас. Вы не сможете настроить их через приложение. Вам нужно постоянно бегать к консоли и подкручивать вот эти вот крутилки. То есть можно было бы сделать что-то вроде вот таких же энкодеров, которые есть на двух последних стереоканалах. Но их не сделали. И на самом деле ответ на вопрос, а почему нельзя было вот поставить подобные крутилки на каждом из каналов по входу, я не могу дать ответ на этот вопрос. Возможно, знаете вы. Если знаете, то напишите в комментариях. Так или иначе, предусилители на каждом канале до 50 дБ. Эта цифра достаточно неплохая, тем более для консоли, которая предназначается в первую очередь для каких-то живых мероприятий. Если говорить по всему управлению в целом, то оно оказалось достаточно удобным. И стоит сделать небольшую ремарку, пока я готовился к этому ролику и видел вот эту самую консоль только на картинках и в каких-то промо-видеях, оно мне не казалось настолько удобным. Вот. Конечно, естественно, многие скажут, что наличие автоматизированных фейдеров в количестве 10 и более штук — это намного удобнее, чем один фейдерочек. Но, опять же, когда ты все это лапаешь своими руками, когда как-то пытаешься пользоваться, заходишь и смотришь сам, как с этим обстоят дела, на самом деле все не так уж и плохо. Порадовало отдельно, что почти что к каждой функции здесь есть доступ в один клик, что о многих пультах цифровых современных сложно сказать. Например, давайте сделаем посыл. Вот ради примера. Попробуем открыть. Так, это у нас канал 9, нам нужен канал 1, на который приходит мой голос. И попробуем сделать посыл. Собственно, он у нас уже открыт. Посыл на AUX-шину. И теперь откроем AUX-шину. Я для чего это все делаю? Я хочу показать вам индикацию для всех шин по выходу. Это 8 AUX и мастер. Есть своя индикация, она достаточно больших размеров, и это очень удобно. К шинам по выходу, к FX-шинам можно получить доступ, просто нажав одну кнопочку, и это действительно удобно. Есть доступ к каналам по входу, есть доступ к всей основной обработке, то есть это вся обработка, которая у нас висит на самих каналах. Есть матрица специальная для подачи фантомного питания. Кстати, заметьте, что на первый канал у нас подано фантомное питание, потому что мы пользуемся конденсаторным микрофоном в этом самом ролике. Есть доступ к DCA-кам, причем у каждой группы есть своя кнопочка. Кстати, очень удобный вот тут отдельный блок для посылов. Давайте я вернусь на первый канал. Я могу делать все немножко заторможенно, потому что на самом деле этим пультом я пользуюсь впервые в своей жизни, и к нему все-таки стоит немножко привыкнуть. С помощью вот этих крутилок мы можем делать посылы с любого канала на AUX-шины, на FX-шины. Делается все очень просто. Допустим, нам нужно сделать посыл на FX. Выбираем первый FX. И вот этой крутилкой уже крутим параметр. Эффект вы сейчас не слышите, я его закрыл, то есть он у меня вот в этом самом роутинге не назначен на мастер, чтобы не сбивать записи, и чтобы у нас была возможность в дальнейшем как-то компрессией, эквализацией обработать мой голос вне зависимости от эффекта. И согласитесь, что весь ролик слушать мой голос с реверберацией — это такое себе удовольствие. Конечно, главное управление — это мастер, точнее не мастер, а автоматизированный фейдер для всех каналов. И это вот эта крутилка, с помощью которой мы можем работать с различными функциями. Например, зайдем вот в компрессию на третьем канале, активируем, и можно работать с порогом, можно работать с атакой.
Фейдер при этом у нас отвечает за сам канал, который мы сейчас с вами и обрабатываем. Ну и мастер-секция. Здесь есть регулировка мастера, есть независимое усиление для наушников и независимое усиление для выхода Control Room, если вы подключаете как тихий, так и громкий контроль для себя любимого. Приложение для iPad полностью копирует содержимое этого экрана. Давайте рассмотрим оставшийся функционал, а заодно и глянем на приложуху. В первую очередь все устройство у нас основано на двух окнах. На первый выводятся сразу все каналы, входы, выходы, FX-возврата, а также DCI в количестве 6 штук. Второе окно умещает в себе уже меньше каналов, зато каждый обладает полноценным фейдером. Переключение в полноразмерном режиме происходит по нажатию двух кнопок по углам экрана. Первые 8 каналов живут на одном слое, далее каналы с 9 по 16, отдельный слой с AUX-линейками и финальный лист с оставшимися стереолинейными входами, фейдерами для FX и громкостью воспроизведения с USB. Зайдем в настройки канала. Как вы видите, у нас открылись настройки именно первого канала. Тут отображается его фейдер, и это очень удобно. Почти во всех окнах мы можем вызвать любой канал двумя кликами. При первом нажатии по иконке настройки канала мы попадаем в окно, отвечающее за посылы. Отсюда канал можно посылать на любую AUX или FX-шину, а также назначать посыл на мастер, который, к слову, может быть и отжат, что логично, канал при этом на мастер-шине мы не услышим. Так что будьте внимательны. Чуть ниже есть возможность подать фантомное питание, залинковать два соседних канала, а также повернуть фазу. Кнопки Load, Copy и Save позволят переносить настройки одной линейки на другую. Повторное нажатие по настройке канала откроет нам уже второе окно. Тут собрана вся информация об активных на данный момент обработках. Эффекты разберем на их отдельных вкладках. Здесь же нам интересна возможность задавать задержку по входу для всех каналов, а также настройка панорамы. Динамическая обработка в виде гейта, 3 изменяемых параметра, и компрессии, 5 изменяемых параметров. Гейт поможет убрать лишний шум и предотвратить взаимопроникновение звуков в микрофоны, а компрессия добавит звуку необходимой плотности. Повторюсь, что между этими эффектами я переключаюсь, щелкая по одной иконке в меню сверху. Эквалайзер. На каналах по входу у нас стоит параметрика. 4 полосы плюс фильтр высоких частот и фильтр низких частот. Порадовало разнообразие типов для полочных фильтров. Основные полосы также можно переназначить в полку, если вдруг вам это потребуется. Все манипуляции можно делать как пальчиками, так и с помощью виртуального фейдера, но стоит отметить, что параметр добротности уже по привычке двумя пальцами изменить у меня не получилось. А жаль. Следующая вкладка отвечает за два процессора эффектов, которые находятся на борту. У нас на выбор есть наборы из различных ревербераторов, дилеев и стереомодуляции. Каждый эффект имеет несколько ручек для более тонкой настройки. Настроили первый FX, повторно нажимаем по иконке в верхнем меню и попадаем в настройки уже второго процессора. Ну, грубо говоря, мы уже закончили с параметрами входных каналов, и далее у нас идут системные настройки и роутинг всех каналов на любую шину выхода. Часть функций живет в настройках, а вернее быстрый доступ к этим функциям. Ну, во-первых, это управление сценами, сохранение, загрузка и копирование всего прогресса, достигнутого вами в ходе работы за пультом. Во-вторых, это отдельное цифровое окно для сигналов с карт расширения. В-третьих, это роутинг, его мы уже с вами видели. В-четвертых, это окно с индикацией происходящего на пульте, то есть все сигналы собраны уже здесь. Пятое — это подача фантомного питания, и да, она здесь индивидуальная для каждого канала, поскольку я знаю, что для некоторых наших особых зрителей это особо важно. Шестое — быстрый доступ к графике, но о ней попозже. Седьмое — назначение DCI-групп. Здесь в правом списке выбираем нужную DCI-ку, набираем в нее необходимые каналы и кликаем по мигающей кнопке, чтобы сохранить группу. Теперь мы можем управлять сразу несколькими каналами, передвигая только один фейдер. Ну, например, все барабанные микрофоны у нас заведены в DCI-группу 1, и сделать барабанчик потише или погромче теперь намного удобнее. Возвращаемся в настройки. Ведь здесь осталась еще одна интересная функция, а именно автомикширование. Выбираем активные каналы, и пульт сам за вас будет заниматься сведением. Ладно, я, конечно, шучу, но такая вещь очень пригодится, если у вас используется много микрофонов. Ну, например, какой-то лекторий или семинар, в общем, речевое мероприятие. И автомикс будет самостоятельно уменьшать громкость микрофонов, которые ничего не говорят, делая звучание вашего микса более чистым. Кстати, о нем. Давайте откроем мастер.
Сразу бросается в глаза отсутствие шумодава. К слову, все, что мы увидим на мастере, действительно и для AUX-выходов. Есть задержка до 300 миллисекунд, как и на входных каналах. В блоке эквализации при повторном нажатии на нужную иконку сверху мы теперь имеем возможность настроить графический эквалайзер на 31 полосу. Каждый AUX также имеет подобный эквалайзер в довесок к параметрике, суммарно их 9, и они независимы друг от друга. Еще раз стоит отметить, что весь звук в сегодняшнем ролике был записан с помощью этой самой консоли. Мы использовали конденсаторный петличный микрофон, подавали фантомное питание и использовали пульт как внешнюю звуковую карту, 2 канала по входу, 2 канала по выходу. Стоит подбить небольшие итоги, и сейчас будет небольшое имхо. Оно сформировано за счет того, что какую-то информацию я находил в интернете, какую-то информацию я нашел в роликах, и мне все-таки удалось своими руками повозиться какое-то время перед съемками с этой консолью. Что хочется сказать? Впечатления на самом деле противоречивые. Например, есть какие-то мелкие вещи, которые лично для меня являются минусом. Это физические гейны, физическое усиление по входу. Сколько уже эта тема обмусоливалась, сколько уже было недовольных отзывов. Нет, на этот пульт сравнительно свежий, ему не так уж и много лет, вот этой самой модели. Сюда поставили физические гейны, которые вы не сможете настраивать через планшет. Это камень в огород. На мой, опять же, взгляд, возможно, вы думаете как-то иначе. По приложению. На самом деле, мне оно показалось не совсем удобным, причем, когда я готовился дома, я вообще, исходил пеной у рта и уже потерял ручки. Ох, что я скажу в этом ролике, какие плохие вещи, как же я их люблю говорить на камеру. Но что оказалось, и это очень интересно, и это то, о чем в обзорах не говорили, и это то, что ты прочувствовал уже лично сам на своем опыте. Поскольку приложение полностью копирует то, что происходит на экране здесь, и когда вы используете функционал приложения, когда оно вот здесь в экранчике в этом, вместе со всеми кнопками, периферией, крутилкой и так далее, все становится намного удобнее. И я так понял, что само приложение, оно просто не заточено под отдельную работу. То есть это приложение, оно именно что должно идти вместе вот с этим блоком управления. И тогда в своем симбиозе вот это управление, оно будет давать нужный результат. Но есть и какие-то, конечно, недочеты, которые можно исправить, потому что это софт. Лично для себя я нашел один. То, что в приложении нету возможности создавать пользовательские слои, так называемые custom слои, куда вы можете в рядочек закинуть все каналы, которые вам нужны в данный момент по входу и по выходу, и вместо вот таких вот переключений постоянных между слоями просто пользоваться одним кастом слоем и уже рулить фейдерочками все сигналы по входу и по выходу, опять же, которые вам необходимо рулить. По всему остальному консоль мне понравилась. И она действительно неплохая. И мне кажется, вот именно этот пульт, он подойдет в тех местах, во-первых, где вы не особо часто работаете с планшетом, а по большей части сидите за самим пультом, потому что я повторюсь, что управление приложуха плюс кнопки — это то, что здесь решает. И, наверное, он больше рассчитан на какие-то мероприятия и какие-то площадки, где вы один раз все настроили, и далее у вас идут прям какие-то совершенно минимальные подстройки, потому что, все же один фейдер и не самый лучший доступ, если, опять же, говорить по приложению. На самой консоли ко всем функциям есть очень хороший доступ. Мне казался спорным момент с одним фейдером. Кстати, у нас все еще играет AUX. Давайте его закроем. Но вот я, опять же, поигрался с пультом какое-то время лично, и на самом деле это достаточно удобно. И даже вот наличие одного такого фейдера делает работу намного и намного легче. Так что перед тем, как строить какие-то выводы, нужно с любой железкой покопаться. Возможно, вы на личном опыте поймете, что не такая уж она и плохая. Вот T2208, в конечном итоге мы как-то даже с ним сдружились, потому что к компьютеру подключился он резво, без каких-либо проблем. Не нужно было накатывать никакие драйвера, все работает со стандартными ISO-драйверами. Это, на мой взгляд, очень и очень здорово. И в целом по начинке, как мне показалось, здесь есть все необходимое.
Ну, разве что и RTA какого-нибудь не хватает, но, друзья, вы что там, зажрались со своими анализаторами? В любом случае, мне будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу этого пульта. Возможно, вам довелось с ним где-то поработать, хотя не факт, потому что их, наверное, в России особо нигде не встретишь. Вы посмотрели этот ролик, вы составили какое-то мнение. Напишите в комментариях, а мне будет очень интересно почитать. Друзья, напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Я не прощаюсь, я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал «Запишем». Здесь мы с вами общаемся. Давай запишем. Что? Канал «Давай запишем». А я как сказал? Канал «Запишем». Ты уже не первый раз, ты на какой-то другой канал свой делаешь ролики. Канал «Запишем». Канал «Запишем». Вот такой плохенький, подпольный. Канал «Запишем». Канал «Запишем». Канал «Запишем».